Всем привет, меня зовут Унафата, и я приветствую вас в первом выпуске новой рубрики под названием «Расслабься». Это же Винкс. Так как это первый выпуск, я хотела бы начать его с разъяснения о том, что это вообще такое и почему вам нужно это посмотреть. Если вы и так понимаете концепцию или вам не особо интересны разъяснения, то просто перейдите на это время ролика. Идея этой рубрики пришла ко мне довольно давно. Как вы наверняка знаете, в мультсериале Винкс множество сюжетных дыр и моментов, которые недостаточно разъясняются в сериях или просто не особо очевидны зрителям. Именно поэтому я начинаю новую рубрику, где мы, вместе с вами, разберем самые непонятные вещи, происходящие в Винкс, попытаемся докопаться до правды и все же найти логику. Также хотела отметить, что работая над новой серией роликов для своего канала, я вдохновляюсь рубрикой Wings Talk, YouTube-блогера с канала Cookie Wings, и с этим каналом вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке в описании. А источником вдохновения для названия рубрики послужил вот этот наверняка уже известный вам арт Марины Завгородней. Ссылки на ее профиль и портфолио я также оставила в описании, настоятельно рекомендую заглянуть. Ну а мы наконец-то переходим к сути. Первый ролик я решила посвятить не самому сложному вопросу, который тем не менее стоит разобрать. И он звучит так. Получила ли Текна Энчантикс на самом деле? Давайте начнем с того, что же такое Энчантикс и что нужно было сделать, чтобы получить его. В 4 серии 3 сезона Фрагонда, директриса Алфею, сообщает феям-студенткам о том, что в наступающем учебном году им предстоит достичь нового уровня их волшебных способностей. Речь шла об Энчантиксе, окончательной форме базового превращения, что даст феям возможность не только стать сильнее, но и использовать пыльцу фей, которая пригодится им в различных миссиях. Фрагонда также рассказывает, что для получения новых сил феям придется пожертвовать собой ради спасения кого-то из их мира. Так, например, впоследствии Стелла спасла своего отца, короля Радиуса, а Флора свою младшую сестру Мейли. Все это звучит очень круто, интересно и даже в чем-то романтично. Но неужели Энчантикс Текна это всего лишь фальшивка? Давайте разбираться. В 13 серии 3 сезона Винкс отправились на Андрес, родную планету Лейлы. Над планетой нависла угроза. Портал из измерения Омега, где были заключены самые опасные преступники всего волшебного измерения, был открыт по инициативе Трикс и Валтера. Именно феям Винкс было суждено разобраться со всеми последствиями произошедшего и, конечно, закрыть сам портал. Миссия представляла особую опасность, ведь при закрытии портала фея сама могла угодить в измерение Омега, откуда выбраться почти невозможно. Тем не менее, Текна вызвалась сделать это, пожертвовав собой, за что и получила Энчантикс. По сути, выходит, что Текна не жертвовала собой ради спасения кого-то конкретного со своей планеты. В то же время способ получения нового превращения феи технологии сильно отличается от того, как свой Энчантикс получила Блум. Иначе Текна не смогла бы использовать полный функционал Энчантикса. Значит ли это, что Текна получила свой Энчантикс, пожертвовав собой ради жителей чужой планеты? На самом деле все намного глобальнее. На самом деле преступники, освобожденные из заточения из-за открытия портала, были угрозой для всего волшебного измерения, в том числе для Зенита, родной планеты Текны. Можно даже сказать, что Текна сделала больше, чем было необходимо для получения Энчантикса. Она спасла не только Андрес, не только жителей своей планеты, а целое измерение от катастрофы. Потому считаем это дело закрытым и логически подтвержденным. Если у вас есть свои мысли по этой теме, обязательно поделитесь ими со мной и с другими зрителями в комментариях. И не скупитесь на лайки и подписки, так я буду знать, что рубрика вам нравится, и постараюсь выпустить новый ролик как можно скорее. Также в комментариях поделитесь своими вопросами, связанными с мультсериалом Винкс, которые кажутся вам непонятными и нелогичными. Ну а если тебе так и не стало ясно, почему Текна получила Энчантикс даже после просмотра этого ролика, у меня есть для тебя один совет. Расслабься. Это же Винкс. В общем, видео уже закончилось. Спасибо вам за просмотр. На самом деле на моем канале есть еще множество видео по мультику Винкс. Например, вот это. Это мини-фильм, косплей по мотивам спин-оффа Мир Винкс. Очень рекомендую вам посмотреть. А еще вы можете зайти вот в этот плейлист. Там вообще все мои видео, посвященные этой теме. Так что, welcome! Вот. До скорого!